Добрый день, дорогие пекари! Летом особенно хочется каких-то интересных, вкусных, открытых пирогов. Сегодня мы с вами немного отвлечемся от заквасочной выпечки и сделаем французский пирог киш. Киш – это не сладкий пирог со сливочной заливкой на хрустящем песочном тесте. Поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал, ну и давайте приступать к рецепту. Для киша нужно холодное масло из холодильника, но не замороженное, ледяная вода, немного сметаны и муку я буду имитировать французскую Т65, поэтому взяла второй сорт и буду смешивать с первым сортом. 100 граммов муки второго сорта, 100 граммов пшеничной муки первого сорта, 150 граммов сливочного масла, 4 грамма соли, 15 граммов сахара и столовая ложка водки, а также столовая ложка сметаны. Ставим чашу на комбайн или миксер. Используем насадку лопаткой и начинаем быстро смешивать. Я смешиваю на своем пенвуде на второй скорости. Вижу, что тесто начинает собираться. И сейчас высокая влажность воздуха. Возможно, что вода даже не понадобится. Чайную ложку воды добавила. Всего времени на замес ушло сейчас 2 минуты. Взяла кусочек пищевой пленки. Выкладываю тесто. Смотрите, какое оно нежное и однородное. Воды потребовалась всего чайная ложка, потому что сейчас влажность воздуха 70%. И, конечно, мука берет влагу из воздуха. Поэтому смотрите за своим тестом. Если оно достаточно влажное и эластичное, то никакая вода больше не нужна. Заворачиваю плотно в пищевую пленку. Пирог я планирую делать завтра. Сейчас у меня вечер пятница. И я оставлю тесто до утра в холодильнике. Утро выходного дня, и вот такая красота у меня на столе. Сейчас будем готовить начинку. У меня есть запеченный лосось, здесь 2 стейка, я уже убрала косточки. Шпинат, сейчас я его помою. И здесь у меня брокколи. Здесь больше, чем нужно на пирог, но я решила отварить все сразу и оставить себе про запас потом на салаты. И понадобится лед в кубиках. Моем шпинат и капусту. Доводим до кипения воду, примерно пол чайной ложки соли, и бросаем брокколи. Засекаем 1,5–2 минуты. За это время надо подготовить миску с ледяной водой и вытаскиваем нашу капусту в ледяную воду. Тоже ненадолго, буквально на пару минут, чтобы она просто остыла. Шпинат нужно ошпарить кипятком, либо можно притушить его в сотейнике. Не оставляйте шпинат сырым, потому что он даст слишком много влаги. Все, даем стечь. Теперь пора достать тесто из холодильника. Оно очень сильно у меня застыло. Чуть-чуть его согрела руками. Пока отставлю в сторону. Беру форму. Форма у меня разъемная, диаметром 24 сантиметра. Кусочек сливочного масла. И прямо рукой промазываю форму, потому что она у меня без антипригарного покрытия. То есть вот это окрашивание не является антипригарным покрытием. Дальше нужно взять тесто. Его можно попробовать раскатать или распластать на столе. А можно прямо сразу в форме это делать. Причем можно накладывать его кусочками. Берем по кусочку теста и распределяем по дну формы. Чтобы поравнять дно и бортики, я взяла стакан. Стараемся делать тесто одинаковой толщины. Высоковата эта форма у меня, но другой с более низким бортом нету. Поэтому буду делать то, что есть. Берем вилочку. Духовка у меня уже разогрета на режим конвекции на 180 градусов. Прокалываем донышко. Прокалываем бортики. Берем кусочек пекарской бумаги. Горсть нута. Ставлю в духовку минут на 15 на конвекции 180 градусов. Готовим заливку. 3 яйца, немного сливок, перец, соль и мускатный орех. Разбиваем яйца. Можно их взбить миксером, блендером. Можно просто вилочкой взболтать. По сути, мы готовим омлет. Сливки у меня 20%. Ну, то есть 70 граммов сливок. Можно использовать сливки высокой жирности, но тогда лучше добавить еще молоко. Немного соли, немного перца, чуть-чуть мускатного ореха. Да, сыр. Нужно потереть сыр. Подойдет любой твердый сыр. У меня сыр Кабош, Гранда Фортеца. По идее, он не французский, итальянской рецептуры, но не имеет большого значения. Слишком много сыра не нужно.
Я думаю, вот так вот будет достаточно. Не знаю, сколько это в граммах. Могу сейчас проверить. 30 граммов сыра. Перемешиваем и ждем, когда запечется наш корж. Через 15 минут достаю. Смотрим. Тесто еще недостаточно запеклось. Я уберу груз. Да, вот здесь оно совсем сырое. И еще поставлю его подпечься. В этом пироге начинка у нас готовая. Достаточно будет, чтобы запеклась заливка. И поэтому основа пирога тоже должна быть готовая. Ну вот, еще 10 минут в духовке и уже гораздо лучше. Берем брокколи и начинаем раскладывать начинку. Дальше раскладываем кусочки шпината, я его порезала, и кусочки лосося. Поверх начинки выливаем заливку. Смотрим, чтобы она попала везде. Заливки у меня получилось как раз, почти до верха бортиков. Она будет еще подниматься в процессе выпечки. И отправляю в духовку до готовности. Готовность определяется просто. Вы смотрите вот так вот, встряхиваете чуть-чуть. И когда схватился наш омлет, который мы заливали, значит, все готово. Киш у меня пекся 20 минут. Можно было немного меньше, потому что подпекся немножечко лишнего. Вот здесь румяная корочка. Пирог у меня подостыл. Давайте попробуем. Очень нежное тесто, хрупкое, хрустящее. Так, давайте пробовать. Очень нежное, очень хрустящее тесто. Я его еще тоненьким сделала. Где-то миллиметров 7 толщина. Для меня вариант прекрасный, потому что я не люблю сладкое. Сладкие пироги — это хорошо, но иногда стоит разбавлять их пирогами несладкими. Очень советую вам приготовить этот пирог. В качестве начинки можно взять любое нежное мясо, нежный белок. Это могут быть креветки, либо курица. Также брокколи, либо цветная капуста. То есть можно импровизировать составом. Классический киш-лорен делается с беконом. На мой взгляд, это слишком жирно, но здесь уже каждый решает сам. Давайте с вами продолжать печь. Испечем еще много всего интересного. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и зовите друзей. Пускай домашних пекарей становится больше.